Готов поспорить, что у тебя было так же. Сидите вы с друзьями, обсуждаете какую-нибудь игру, и вдруг совершенно рандомно вы начинаете разгонять какую-то абсолютно дикую и абсурдную идею, ну как в этом видео. Блин, а что если бы Кодзима сделал Assassin's Creed? Ты только представь. Так вот, во время подготовки ролика по Death Stranding 2 и возникла эта совершенно безумная мысль, достойная гениальности самого Хидео Кодзимы. А что если бы в альтернативной вселенной Кодзиме дали бы задизайнить новую часть Assassin's Creed? А почему именно ассасинов? Да потому что серия просто идеально подходит под стиль геймплея, которым славится геймдизайнер. Прежде чем мы поговорим об этом поподробнее, хочу сказать, что это всего лишь фантазия на тему «А что если?», как в серии комиксов от Marvel. Здесь не будет каких-то сумасшедших инсайдов, каких-то надежд, что это когда-либо случится. В 99% случаев, скорее всего, нет. 1% ставим на чудо. У меня на самом деле до сих пор в голове не укладывается, что в свое время Кодзима мог сделать новый Silent Hill. И за это я не могу простить Konami до сих пор. Короче говоря, просто помечтаем, каким бы мог быть Assassin's Creed, если бы не Ubisoft. Так вот, почему Assassin's Creed именно от Кодзимы? Ну, первое, естественно, о чем я подумал, это передвижение персонажа в духе Death Stranding. По сути, одной из моих проблем серии про ассасинов является упрощение в передвижении и паркуре. Если в первых частях персонаж ощущался тяжелым и заземленным в пространстве, то в современных он как феечка порхает между зданиями, ты тупо прешь вперед и даже не думаешь о препятствиях. Гора впереди, лес, может быть, река течет. Да пофиг, жмем вперед и не паримся. Ловкий ассасин все сделает за тебя. Расслабься, чел. Нужно пробраться куда-то, игра включит практически что автобег и сама все за тебя сделает. Смотришь, вот здание огроменное стоит. Да ноль проблем, зажимаешь вперед, крестик, ну и все тебе будет. Ну вы поняли мысль. Лично для меня это не геймплей. Ну и вот тут теоретически может появиться Кодзима и поменять это все глазом не моргнув. За базу берем передвижение из Death Stranding, где интересно банально просто ходить и бегать по пересеченной местности. Немного можно упростить перемещение, все-таки игра чуть больше про вертикальность. Но ощущение веса персонажа оставляем. Планирование перемещения оставляем обязательно. Усталость, стамину тоже можно оставить. Вы только представьте, как было бы интересно банально забираться на собор какой-нибудь. Или в открытом мире в гробнице сокровища искать. Прыгать по уступам, если бы сам факт любых действий персонажа, паркура, плавания и так далее предполагал аспект предварительного планирования. Прыгаем на карниз, внимательно смотрим, куда можно зацепиться дальше, чтобы продолжить путь. Просчитываем стамину, ну вы поняли. Чисто геймплей в примитивных, привычных вещах сделал бы Кодзима наверняка. Он такие штуки очень любит. При передвижении по городу, по открытому миру учитывался бы рельеф, погода, усталость. Из Death Stranding на самом деле много чего можно было бы забрать в кодзимовский Assassin's Creed. Природные катаклизмы, например, сон, комнату отдыха и подготовки ассасина, привалы в дикой природе, жару, холод. Их можно было бы привязать, кстати, к доспехам, которые носит персонаж. Ну и кучу более мелких, необязательных фишечек. Другими словами, Кодзима бы сделал мир Assassin's Creed живым и интерактивным. Не за счет бестолковой толпы и тому подобное, а за счет очеловечивания и приземления всем привычных вещей в мире ассасинов. По большому ведь счету, игра бы генерировала сотни уникальных ситуаций, особенных для каждого игрока, именно за счет механик, заложенных в основу управления и их взаимодействия с миром. Поехали мечтать дальше. Стелс и боевка. Что касается стелса, то тут мастеру стелса есть где развернуться. Что бы сделал Кодзима? Берем стелс из Metal Gear 5, адаптируем его под условный Багдад, добавляем типично ассасиновские фишечки типа выдвижного клинка, добавляем камуфляжи, стелс-толпе. Тут, думаю, и объяснять ничего не нужно. Берем Кодзиму, ассасина и стелс, тщательно перемешиваем, и вот тебе обновленный Assassin's Creed. Что касается боевки, то тут тоже, наверное, стоит сделать ставку на условную игровую реалистичность. Хотя, хз. Что бы мог привнести сюда Хидео Кодзима? У меня мыслей нет особо, может у вас есть какие соображения на этот счет? Пишите в комментариях. Ну а далее поговорим о стилистике и сюжете. Вы только представьте себе, что мог бы наворотить Кодзима со вселенной Assassin's Creed. Тут тебе и древность, и современность, и высокие технологии, масонские заговоры, тайные организации, прыжки во времени, чего там только нет. Это просто рай для Кодзимы.
А каких бы персонажей он бы придумал? Даже подумать о таком уже мурашки бегут. Плюс меня всегда восхищало то, как легко Кодзима может договариваться с огромным количеством актеров и известных медийных людей об участии в своих играх. Представьте, какой каст персонажей мог бы быть. Как бы они могли выглядеть, зная о прошлых играх геймдизайнера. Мужчины, девушки, все были бы топовые и интересные. А какая бы графика была? Мне, честно говоря, очень нравится чистый, не перегруженный стиль графики Кодзимы. У него всегда четкий визуал без кучи мыла и спецэффектов, где все хорошо видно. И одновременно с этим графика технологична до неприличия. Такой она бы и была в Assassin's Creed. Еще можно было бы добавить компаньонов, как в Metal Gear 5, при выполнении миссий или брожении в открытом мире. Было бы круто кого-нибудь типа Quiet. Прокачку добавить пассивную, как в Death Stranding 2 и Kingdom Come 2, к примеру. Когда в зависимости от того, что ты делаешь и насколько часто, качаются параметры типа стелса, паркура по зданиям, боевка, и так далее. Еще на ум мне пришла, кстати, старенькая игра такая Infamous 1.2, где паркур был интересным и привязанным непосредственно к геймплею. Но это просто так, к слову, вспомнилось. Короче, друзья, замечтался я до мурашек. Это был бы топовый. Давно пора привнести новую кровь в серию, честно говоря. А сделать это можно лишь одним способом — это отдать ассасинов в другую команду разработчиков. Ну а мы заканчиваем и возвращаемся в реальность. Если видео понравилось, то вы знаете, что делать. Ссылки на соцсети будут внизу. Поддержите меня там, если будет желание. Также пишите в комментариях, что вы думаете по поводу сегодняшней темы. А также было бы интересно узнать, кстати, кому бы вы доверили разработку будущего Assassin's Creed и при этом были бы уверены, что получится хорошо и достойно. На этом у меня все на сегодня. С вами был Сережа, это канал Платоси. Пока.